Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. Сегодня я зашел в магазин Fix Price и прикупил кое-что полезное для сада и огорода, и в том числе и для хозяйства. Сейчас я вам покажу, что я сегодня купил, и, конечно, назову цены на момент покупки. Это 1 февраля 2024 года. Начну я с обзора вот таких вот горшков. Это горшки не для рассады, как вы видите, они 2-литровые. Это горшки для саженцев. Многие из вас, кто уже давно на моем канале, знают, что я выращиваю некоторое количество саженцев. Это в основном гортензия метельчатая, виноград и ежевика без шипов. Вот такие емкости, это идеальные емкости для выращивания саженцев. Виноград я начинаю выращивать в конце февраля, укоренять черенки, а другие культуры уже в более поздний весенний период. Все видео про укоренение у меня есть на канале, можете посмотреть. Отличные такие горшочки, достаточно плотный такой пластик, я бы сказал. Ну, нормально, форму он держит. В общем, я их уже в прошлом году покупал. Очень они мне понравились. В разные они есть расцветки. Есть вот такие синие, есть вот такие вот зеленые и коричневые. Стоит один горшок 26 рублей. Взял сразу 10 штук. Следующая покупка — это вот такой вот графин. Или правильно его, наверное, называть штоф. Сейчас посмотрим. Стоит он 119 рублей, что совсем недорого, потому что я покупал такие графины за более дорогую цену в других магазинах. Ну да, вот он штоф называется, объемом 1 литр. Понравилась мне емкость. Я делаю из винограда вино, а из ягод делаю наливки. Также есть у меня видео интересное о приготовлении очень вкусных и полезных наливок. Можете также их посмотреть. Плотная вот такая вот здесь вот пробочка, герметичная. Были еще поменьше графинчики, но я остановился вот на таком литровом графине. Взял его сразу, практически не раздумывая. За такую цену это очень и очень недорого. Кстати, думаю еще раз зайти и еще один купить. Думаю, что я 2 не взял? Ну ладно. Далее купил скотч. Скотч стоит 63 рубля. Опять же, дешевле, чем в других магазинах. Хороший скотч. Как раз мне он по весне пригодится. Я буду упаковывать посылки с саженцами гортензии, винограда, ежевики. И в этом случае скотч, конечно, незаменимая вещь. Купил один рулон, 63 рубля. Далее, вот увидел вот такую штучку. Сначала не понял, что это такое, но прочитал. Думал сначала какая-то мыльница, что ли, а это оказалось вот такой вот проращиватель для семян и микрозелени. Стоит такая штучка 79 рублей. Давайте посмотрим, как она работает. Ну, смотрите, вот с виду вот она вот такая вот, как мыльница, что ли. Здесь вот такой вот идет сетчатый поддончик. Смотрите, вот поближе вам показываю. Сюда наливается вода, ставится вот этот вот поддон, и сверху одевается вот такая вот прозрачная крышка для создания парникового эффекта. Конечно, я еще не пробовал пользоваться этим девайсом для проращивания семян. Если вы таким уже пользовались, напишите в комментариях, как у вас получается или нет в нем проращивать, получилось или нет. Но в этом году я первый раз такое увидел. Может быть, он и в прошлом году был, но как-то я на него не обращал внимания. Здесь, кстати, есть вентиляционное отверстие, вот, чтобы сразу не возникло предположение, что могут семена заплесневеть. Нет, здесь все вот так вот очень продуманный, я бы сказал. Есть по краям отдушины. То есть, в принципе, должен он хорошо работать. Но, опять же, попробую и покажу вам в следующих видео, как я буду в нем проращивать какие-нибудь семена. Ну, а теперь давайте перейдем к удобрениям. Я тут также кое-что прикупил. Начну с монокалия фосфата, точнее.
Это удобрение, которое я часто очень использую при подкормке винограда в осенний период, а также использую его для подкормки комнатных растений. Особенно его любит замиокулькас, ну или долларовое дерево, как его называют. Вот как правильно использовать монокалий фосфат для долларового дерева, для замиокулькаса. Есть отдельно у меня видео, обязательно его посмотрите. Классное удобрение. После применения данного удобрения очень быстро нарастает замиокулькас. Он прям вот сразу у него старт начинается рост. И если у кого плохо растет, вот можете посмотреть видео и подкормить вот этим замечательным удобрением. Стоит оно недорого, всего лишь 20 рублей. Расход 10 грамм на 10 литров. То есть вот такой вот пакетик на одну лейку воды. Ну а если для комнатных растений, это, конечно, там вам хватит, чтобы полить и сразу подкормить, я думаю, все ваши комнатные растения, да еще и останется. То есть очень экономный расход. Монокалий фосфат. Следующее удобрение. Ну, это стандартное водорастворимое удобрение. Фертика Финал. Посмотрел, здесь неплохая формула. Натрий, фосфор, калий 12,6,36. То есть много азота и много калия. Плюс микроэлементы. 100 грамм. Этого, конечно, это удобрение я буду применять уже в саду. Не по комнатным растениям. Может быть, возможно, для подкормки томатов. Либо других растений. Ну, вот написано, что оно водорастворимое для финальной стадии роста растений и формирования плодов. То есть оно больше как бы осеннего типа. Ну что ж, неплохое, думаю, удобрение. Улучшает развитие соцветий, зависть плодов. Стоит 100 грамм такого удобрения 60 рублей. Соответственно, если мы его применяем 10 грамм на 10 литров, то вот считайте, это на 10 леек воды. Следующее удобрение, которое меня заинтересовало, это уже другой производитель, Бонафорте. Ну, здесь вот есть еще, кроме азота, фосфора и калия и магния, вот смотрите, еще есть аминокислоты. Аминокислоты хорошая вещь для растений. Можно, кстати, подкормить не только рассаду, но и комнатные растения. Очень любят подкормки с аминокислотами. Я уже показывал, как можно подкормить просто аминокислотами и отдельно удобрениями. А здесь уже сразу все вместе. И удобрения, и аминокислоты. Не надо ничего придумывать и намешивать там какие-то составы. В общем, активный рост плюс снятие стресса. Думаю, такое удобрение подойдет как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Ну, есть тут все, в общем-то, состав. Не буду вам сейчас зачитывать. Хороший состав такой, макро- и микроэлементы. В общем, стоит такой пакетик массой 100 грамм, стоит 47 рублей. Вот, смотрите. Отличное, я думаю, удобрение. Далее идем. Значит, также удобрение для рассады. Взял вот небольшой такой пакетик. Здесь, я думаю, 15 грамм. Состав 15, 30, 15. Азот, фосфор, калий. То есть 15 азота, 30 фосфора и 15 калий. Плюс микроэлементы. Взял я его для подкормки, соответственно, рассады, потому что скоро, уже буквально через месяц, я начну активно выращивать рассаду томатов. Ну а чуть раньше, думаю, посею на рассаду перца. Как буду сеять, тоже вам, я думаю, покажу. Ну, хороший состав. Есть магний, есть микроэлементы. В общем, вот здесь целая подробная таблица. И самое главное, стоит такой пакетик 14 рублей 60 копеек. Очень, я считаю, недорого. Следующее удобрение для кактусов и суккулентов. Ну, кактусов у меня нет, а вот суккулентов у меня достаточно большое количество. Выращиваю в комнатных условиях. Это денежное дерево, долларовое дерево, замиокулькас. И еще есть у меня там ряд суккулентов, сансевиерия. Ну, не буду вам все их называть. Ну, смотрите, что меня прельстило. 50 грамм. Вот, казалось, маленький такой пакетик. Такой обычно 10 ложит. А здесь вот он прям набитый удобрением. 50 грамм. Водорастворимое удобрение. Органно-минеральное. И стоит такой пакетик, смотрите, всего 27
рублей 50 копеек. Единственное, что я здесь... вот нашел я формулу. Это НПК 16, 16, 16. То есть в равных долях фосфор, азот, фосфор и калий в равных долях 16, 16 и 16. Ну, такое, как бы, я бы сказал, классическое удобрение. И ну, почему оно именно для кактусов и суккулентов, я не знаю, почему так его назвали. В принципе, формула обычная, можно подкармливать любые комнатные растения. Ничего такого здесь нет фантастического и прям супер подходящего для именно кактусов и суккулентов. Ну, видимо, так решил производитель вот назвать это удобрение: кактусы и суккуленты. С удобрениями закончили. Теперь переходим к обзору стимуляторов роста. И первый в обзоре — это мой любимый препарат. Это янтарная кислота. Очень часто ее применяю на различных растениях, на овощных, на ягодных культурах, в том числе на садовой землянике, на клубнике, на комнатных растениях, на рассаде овощных и цветочных культур. В общем, очень мне нравится данный препарат. Его можно купить в аптеке, но там будет, наверное, немножко подороже. Либо в садовом магазине, в том числе и Fix Price, можно купить вот такую вот янтарную кислоту. Здесь 4 грамма. Этого количества хватит на большое количество рассады, цветов. Стоит такой пакетик 16 рублей. В общем, взял одну, но сейчас жалею. Надо было взять штучки 2, либо 3. Зайду в следующий раз и еще куплю в запас. Хорошая вещь, очень мне нравится. Вам также рекомендую. Следующий препарат — это препарат под названием коренник. Это стимулятор корнеобразования. Ну, есть у нас еще корневин. Думаю, это то же самое. Названия просто разные. В его составе индолил, индол, 3-ил, масляная кислота. Ну да, в принципе, то же самое, что и корневин. Взял пакетик. Не пробовал вот конкретно вот этого производителя. Но опробую на черенках винограда. Буду скоро укоренять, ставить на укоренение. Посмотрим, как работает коренник. Ну что, стоит он 9 рублей 40 копеек. Ну, рассказывать много не буду. Я думаю, многие из вас пользовались такими препаратами при посадке различных растений, при пересадке из емкости в грунт на постоянное место саженцы. Когда пересаживаем, тоже часто применяем такие препараты, а также в основном для укоренения черенков, для размножения растений с помощью вегетативных частей, черенков. В общем, хорошая, должен сказать вам, вещь, здорово помогает и повышает выход укоренившихся растений. Следующий препарат — это также стимулятор роста, но немножко другого действия. Называется Эмистим, ускоряет прорастание семян и рост растений. В общем, буду его также пробовать. Не пробовал я его еще применять. Написано, что это биопрепарат. Ну, 25 капель в составе, значит, здесь 0,5 миллилитра. На 100 литров воды, ну, в принципе, концентрация такая достаточно неплохая, если это действительно на 100 литров воды. Ну, здесь вот 5 капель Эмистима на 10 литров воды. Для различных культур подходит. Обрабатывать можно, как видно, смородину, ягодные культуры, также яблони, картофель, свеклу столовую. В общем, стоит такой препарат 20 рублей. Недорого, я считаю. Будем его пробовать. Ну и посмотрим, как он работает. Следующий препарат — это средство против колорадского жука. Называется Актар. Я думаю, многие из вас слышали о таком препарате. На самом деле он работает не только от колорадского жука, но является системным инсектицидом. То есть борется с различными вредителями, в том числе и щитовкой. Ну, вот называется Актар. Я вообще применяю, конечно,
Актару импортного происхождения. Она дорогая. Это Актара наша, российская. Стоит она 55 рублей. Ну, вот смотрите, на самом деле здесь также написано, что помогает она не только от колорадского жука, как вот здесь написано, да, я бы вот, например, изменил, был бы я производителем, я бы не только здесь нарисовал колорадского жука, но и других, конечно, вредителей, потому что многие просто, ну, зачем брать вот это, если от колорадского жука, вот от тлей это не помогает, кто не знает. А на самом деле этот препарат очень хорошо борется с тлей, с трипсами, с белокрылкой, со щитовкой и с другими вредителями, с различными мошками. Вот у кого на рассаде бывает появляются мошки с покупным грунтом, либо щитовка заводится на комнатных растениях. Очень хорошо борется данный препарат. Конкретно от этого производителя я не знаю, как работает, но вообще Актара, конечно, у меня всегда под рукой. От другого производителя, ну, попробую и эту сравню и сделаю для себя определенные выводы. Вот такой сегодня получился интересный обзор. Как вы видите, товаров очень много в фикс-прайсе. Я бы сказал, что цены не большие, недорогие. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Хороших вам урожаев!